Здравствуйте, девчонки и мальчишки, а также их родители. Как дела? Как настроение? У меня прекрасное, потому что я сегодня буду общаться с вами. И я очень рада этому, даже если это происходит таким необычным образом. Сегодня мы будем рисовать. Я предлагаю вам превратиться в маринистов. Все знают, кто это такие? Правильно, это художники, которые изображают море. Самый известный русский художник-маринист был Иван Константинович Айвазовский. Он написал около 6000 картин с изображением морских видов. Картины эти называются маринами, вот таким вот незамысловатым, незатейливым и очень красивым словом «марина». Сегодня я предлагаю вам создать свою Марину. Вы готовы? Для этого нам понадобится гуашь, губка поролоновая, кисти, зубная щетка, карандаш, ножницы, стаканчик с водой, клей и даже цветная бумага с шаблончиками. Об этом я вам расскажу позже. Конечно же, нам понадобятся салфетки и, собственно говоря, листы разной формы. Они могут быть и прямоугольной формы, и квадратной, и круглой, разного размера, даже могут быть вот такие вот полоски, могут быть вот и вот такого размера листы. Это на ваше усмотрение. Я выбрала лист А4 прямоугольной формы. Прежде чем приступить к работе, я бы посоветовала вам представить, какое вы хотите изобразить море. Бурное, такое волнительное, как на картине известного художника Айвазовского «Девятый вал», или спокойное, умиротворенное, как на его же картине «Штиль на Средиземном море». Для этого закройте глаза и подумайте о море. Я тоже вместе с вами закрою глаза. Я подумала, я знаю, какое море я изображу. Ну что, приступим? Давайте. Предлагаю работать мокрым по мокрому. Для этого мне нужна будет кисть, достаточно широкая. Я смачиваю ее в воде и, не отжимая, начинаю смачивать ею наш лист. Делаю это быстро, чтобы лист наш не высох. Вот такими вот движениями я смачиваю лист. Смачиваем его в меру, так скажем. Так, смочили. Теперь я беру губку и опускаю ее в синюю краску, в синюю гуашь. И вот такими вот горизонтальными линиями я начинаю рисовать море наше. Синее море, бескрайнее море, огромное море. Вот в моем понятии оно выглядит так. Придерживайте одной рукой лист, второй наносите краску на лист. Вот такое вот у нас будет море. Можно сделать и такие вот движения. Так, нанесли. По-моему, получилось неплохо. Теперь я предлагаю воспользоваться кистью поменьше. Смачиваем кисть в воде, отжимаем ее о край баночки и берем зеленую краску и делаем волны вот такими вот движениями. Еще берем. Вот такие вот у нас сейчас получатся красивые волны. Везде их делаем.
Можно даже взять немножечко водички, без краски. Вот так у нас получится. Вот. Далее можно воспользоваться еще и белой гуашью, но так как у меня есть белые вкрапления, то мне, в принципе, этого и не нужно. Вот, сделали мы вот такое вот море. Так, теперь для того, чтобы сделать морскую пену, я воспользуюсь методом в набрызг. И воспользуюсь для этого я зубной щеткой. Я смачиваю зубную щетку в воде, а затем краски белого цвета. Можно взять баночку и побольше, конечно, но у меня вот так получилось. Вот. Теперь указательным пальчиком движениями на себя я провожу по щетке, и у меня получаются брызги морской пены. Вот такие вот красивые. Ну, заодно и массаж сделали пальчика. Ох-ох-ох, у меня еще и капает. Так, ну нет, ничего страшного. Так, а теперь я возьму еще белой краски и сделаю такие крупные барашки, чтобы создать образ волн, таких очень симпатичных, бурлящих. Вот. Можно здесь немножечко растушевать. Вот какие волны у меня получились. Так, хорошо. Ну, а теперь я бы даже нарисовала удаляющийся парусник. А может быть и приближающийся. Если кто-то хочет, чтобы к нему пришли гости, то рисуйте парусник приближающийся. Ну, а я сделаю удаляющийся. Для этого мне понадобятся мои пальчики. Так, я опускаю указательный палец в черную краску и рисую корму удаляющегося парусника. Вот. Так, теперь мне нужно будет вытереть руки. И теперь мне нужна будет белая краска для того, чтобы нарисовать паруса. Вот такими вот движениями. Еще возьмем. Я нарисую паруса. Ну, вот. Какой у меня удаляющийся парусник получился. А еще я бы нарисовала камни. Как вы на это смотрите? Можно, конечно, их и не рисовать. Ну, я попробую. Так, камни у нас какого цвета мы можем изобразить? Их серого цвета, да, коричневого цвета, ну даже, может быть, и черные. Так, у меня нет коричневого цвета, вот это да. Ну, это не беда. Так, я возьму цвет охры тогда. Вот этот картон у меня будет моей палитрой. Так, вот я возьму цвет охры. Угу. Затем я промою кисть, отожму ее о стенку баночки, вытру кисть, ну и возьму немножко черной краски. Немножко черной краски и смешаю. Так, ух, какой цвет у нас получился. Необыкновенный, какой-то серый. Подойдет? Да, мне кажется, что подойдет. Рисую камни. Такие вот камни.
Камни у нас тоже могут быть разной формы, разной величины. Ну, я сделаю вот здесь камень, сделаю вот здесь его. Это среди моря. Вот как у нас получилось. По-моему, неплохо. Так, промоем кисть. Так, и уберем ее. Ну что, по-моему, прекрасная Марина у меня получилась. Ну, пока подсыхает наша Марина, давайте мы сходим, помоем руки или вытрем их об салфеточку. Ну, руки у нас чистые, предлагаю наши пальчики размять. Вы со мной согласны? Итак, 10 рыб поймали мы. В речке плавали они. Лещ, плотва, налим, карась, окунь, щука, сом, ёрш, ясь, а 10-й угорь был. Он сорвался и уплыл. Вот такую пальчиковую игру мы с вами провели. Все, пальчики мы с вами размяли. И теперь я предлагаю поселить на нашу Марину морских обитателей. У меня есть вот такие вот заготовки, вот такие вот шаблончики и цветная бумага. Я выбрала яркие цвета, вы можете выбрать по своему усмотрению цвета. Так, Марину я откладываю, и теперь мне нужна цветная бумага. Так, положила цветную бумагу, лицевой стороной вниз прикладываю шаблончик осьминога. Давайте будем рационально использовать бумагу и обвожу карандашом. Так, вот таким вот образом я обвела, убираю шаблон и вырезаю. Ножницы берем правильно, ножницами пользуемся очень аккуратно. Это опасный предмет, не забывайте об этом. Ножницы мы уже все умеем держать. И вырезаем нашего осьминога. Вот таким вот образом. Поворачиваем нашу бумагу, чтобы было удобнее нам вырезать. Вот так вот. Можно немножечко подкорректировать, чтобы у нас получился красивый, аккуратный осьминог. Вот такой вот он замечательно получился. Таким же образом мы прикладываем рыбку, выбираем другой цвет, чтобы было у нас поярче, да, на картинке. Вот, и вырезаем ее тоже. Делаем это быстро, обводим. Вот я обвела, убираю шаблон и опять держим. Ой, у меня тут получилось. Какая цветная бумага-то у меня. Держим ножнички правильно и вырезаем рыбку. Делаем это быстро, аккуратно и, конечно же, не забывайте осторожно обращаться с ножницами. Это самое главное. Вот такая рыбка у нас получилась. Так, убираем все это. Картина наша подсохла. Я беру клей и наношу его на наших морских обитателей. Ну и, собственно, приклеиваю. Так, ну я выберу это место. Раз, и приклеила. И теперь
я приклею рыбку. Ну, а рыбку приклею, ну, допустим, вот здесь. Вот так вот. У нас получилась силуэтная, да, аппликация. Вы видите? Силуэтная аппликация. Можно, кстати, и вылепить морских обитателей скульптурным способом. Что это значит? Это когда силуэтная аппликация и скульптурный способ, это когда получается цельный образ без разделения его на части. То, что сделали мы сейчас с вами. Вот. Я создала вот такое вот море, вот с такими вот морскими обитателями. Вы можете сделать свою картину, такую, как вы захотите. Спасибо вам, ребята, за плодотворную, творческую, такую приятную работу. Я была рада пообщаться с вами. Жду ваших работ. А теперь домашнее задание. Попрошу вас вместе с вашими родителями выучить загадку про море и загадку про морских обитателей. До новых встреч!